Привет, друзья! Сегодня сразу несколько заметных событий в Европе и мире. В Польше задержаны два гражданина Украины по подозрению в незаконном сборе данных. Следствие утверждает, что они фиксировали информацию вблизи охраняемых объектов. Тем временем итальянский суд согласился выдать Германии подозреваемых в повреждении газопроводов Nord Stream, Северный поток, а в Германии обсуждать инициативу министра труда Бербель Бас. Она предлагает сделать злоупотребление социальными выплатами уголовным преступлением. К этому добавились трудовые протесты на заводах Coca-Cola, дипломатическая пауза между Берлином и Пекином и новая дискуссия о проведении Олимпийских игр в Мюнхене. И это еще не все. Литва усиливает меры на границе с Беларусью, Дональд Трамп объявляет о готовности к новой встрече с Ким Чен Ыном, а Виктор Орбан ищет обход санкций Соединенных Штатов Америки. Все подробности разберу прямо сейчас. Поддержите канал подпиской, чтобы не пропустить последние новости часа. Итак, в Польше арестованы два гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Спецслужбы заявляют, что они собирали данные вблизи охраняемых объектов и использовали технические устройства для наблюдения. Задержанные – это женщина 34 года и мужчина 32 года. Были пойманы в Катовицах, Силезское воеводство, им грозит 3 месяца содержания под стражей до начала судебного процесса. Заместитель координатора спецслужб Польши сообщил, что пока не установлена связь задержанных с конкретной разведслужбой. И это только начало. Итальянский суд одобрил выдачу в Германии подозреваемого в саботаже газопроводов Северный поток Nord Stream. Подозреваемый 49 лет украинец Сергей К. был арестован летом в Италии на основании Европейского ордера на арест. Германия подозревает его в участии в инцидентах на газопроводах, произошедших в сентябре 2022 года. Ему предъявлены обвинения в организации действий, приведших к повреждению объектов инфраструктуры. Сначала суд в Болонье дал согласие на выдачу, но Высший кассационный суд Рима приостановил это решение из-за процессуальных нарушений. Затем дело вернулось в Болонью, и суд вновь постановил: выдача возможна. Защита обвиняемого намерена обжаловать решение в Кассационном суде Рима. Если экстрадиция пройдет, подозреваемый будет передан немецким властям для судебного разбирательства. Следующая новость вызвала активное обсуждение. Министр труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас предложила закрепить в законе новую статью. Внимание! Злоупотребление социальными выплатами как уголовное преступление. Текст законопроекта предусматривает, что те, кто намеренно получает пособие незаконно, скрывает свои доходы или работает нелегально, должны подвергаться уголовной ответственности. По словам Бербель Бас, речь идет не о единичных случаях, а о системной эксплуатации уязвимых систем помощи, когда действуют организованные группы, использующие свободу передвижения граждан Европейского Союза для социальных махинаций. В зоне ее внимания именно те случаи, когда люди получают государственную поддержку, но при этом не соблюдают условия, предусмотренные законом. Также она предлагает усилить обмен данными между ведомствами, службами занятости, социальными органами, полицией, чтобы быстрее выявлять мошенничество и пресекать эти схемы. При этом она подчеркивает, что при этих реформах должен быть гарантирован прожиточный минимум, и меры не должны ущемлять права тех, кто действительно нуждается в помощи. Инициатива Бербель Бас призвана сделать систему социальной защиты более справедливой. Законопроект направлен на устранение вот этих злоупотреблений и восстановление доверия граждан к государственным выплатам. А дальше еще более любопытные события. Сегодня утром сотрудники завода Coca-Cola в немецких городах Галлии и Веймар объявили предупредительную забастовку в рамках переговоров о тарифах. По данным профсоюза, около 300 человек работают в Галлии и около 30 в Веймаре. Основное требование работников – это увеличение зарплаты, повышение фиксированной надбавки на 150 евро, затем прирост на 5%, а для стажеров рост на 120 евро. Руководство Coca-Cola уже выступило с ответом. Компания предложила увеличить всего лишь на 1,5% в 2026 году, ссылаясь на текущую экономическую нагрузку и предшествующий рост в отрасли. Переговоры должны возобновиться с 10 по 12 ноября. В компании предупреждают, что из-за забастовок могут возникнуть задержки в поставках продукции клиентам. В профсоюзе же охарактеризовали ответ компании как нулевое предложение, подчеркнув, что трудовой коллектив не примет его.
Тем временем разворачивается новая дипломатическая ситуация. Министерство иностранных дел Германии внезапно отложило поездку нового министра иностранных дел Йохана Вадефуля в Китай, ранее запланированную на ближайшие дни. Официальная причина – это отсутствие подтвержденных встреч со стороны именно Пекина. Кроме одного разговора с китайским коллегой Ван И. Другие рабочие встречи не были просто-напросто согласованы. Этот шаг рассматривается как дипломатический сигнал. В Берлине полагают, что Китай выражает озабоченность рядом экономических и технологических вопросов. В намерениях немецкой стороны было обсудить ограничение китайского экспорта редкоземельных элементов и полупроводников, которые вызывают тревогу у немецких производителей. Также ожидалось затронуть роль Китая в снабжении России и его позицию в конфликте вокруг Тайваня. Внутри МИДа Германии подчеркивают, они хотят продолжить сотрудничество с Китаем, но на более твердых условиях. Вадефуль планирует скорые переговоры по телефону с китайским партнером. Отмена этой поездки может также отложить визит канцлера Фридриха Мерца в Китай, который рассматривался как следующий шаг в перезапуске отношений между двумя странами. В дипломатическом лексиконе такую отмену называют более строгим подходом. Это пример повышенной дипломатической чувствительности между Берлином и Пекином, который может привести к дальнейшему обмену позициями. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Мюнхен сделал решительный шаг к проведению Олимпийских игр. На референдуме 66% участников поддержали заявку на Олимпийские и Паралимпийские игры 2036, 2040 и 2044 годов. Эти решения воспринимаются как мощный сигнал для немецкой олимпийской семьи и международного сообщества. В отличие от Мюнхена, Гамбург еще не определился. Важный референдум назначен, напомню, на 31 мая 2026 года. Пока что в Гамбурге наблюдается сдержанный оптимизм. Согласно опросу, многие горожане выражают скепсис и опасения относительно возможных затрат и инфраструктурных рисков. Политики, такие как лидер местной ХДС Томас Теринга, призывают к большему энтузиазму и конкретным предложениям, в то время как левые и альтернатива для Германии предупреждают о возможных финансовых и экологических последствиях. В ответ на эту критику Гамбургский сенат планирует в феврале 2026 года представить конкретные финансовые расчеты. Одновременно с этим команда по подготовке заявки запускает цифровое участие граждан, собирая предложения по дополнительным видам спорта и улучшению концепции. Дейтер Рейтер, мэр Мюнхена, и Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии, уже призвали немецкий Олимпийский спортивный союз ускорить процесс выбора немецкого кандидата. Окончательное решение будет принято к осени 2026 года. Помимо Мюнхена и Гамбурга на участие претендуют также Берлин, Рейн-Рур и Киль. В условиях международной конкуренции, включая Индию, Катар, Саудовскую Аравию и Мадрид, Германия должна продемонстрировать единство и стратегическую целеустремленность, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за право проведения Олимпийских игр. Следующая новость усиливает общую динамику событий. Литва приняла решение закрыть границу с Беларусью на неопределенный срок. Это решение последовало после нескольких инцидентов, когда воздушные шары, предположительно запущенные с территории Белоруссии, нарушили воздушное пространство Литвы, вызывая временные приостановки работы аэропортов и угрозу безопасности. Премьер-министр Литвы Инка Руджиниена заявила, что правительство готово принять соответствующее решение на заседании Кабинета министров в среду. Кроме того, литовские военные примут все необходимые меры для предотвращения проникновения воздушных объектов с территории Беларуси. Шары, как правило, поднимаются вертикально и пересекают границу на большой высоте, что затрудняет их обнаружение. В предыдущей неделе в Литве уже 4 раза происходили нарушения воздушного пространства из-за таких вот воздушных шаров, что привело к временным приостановкам работы аэропортов и задержкам рейсов. В ответ на инциденты литовские пограничники закрыли 2 контрольных пункта на границе с Беларусью. Ожидается, что эти пункты останутся закрытыми до среды. Власти Литвы рассматривают эти инциденты как элемент нестандартного воздействия и планируют усилить меры контроля на границе. В ближайшее время также планируется обсуждение повышения штрафов и других мер, направленных на борьбу с подобными нарушениями. И это не единственное, что сегодня активно обсуждается в политике. Во время своего визита в Азию президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
В интервью на борту президентского самолета Трамп отметил, цитата, «Если он захочет, я с радостью встречусь с ним». Он добавил, что не исключает возможности продления своей поездки ради этой встречи. Последний саммит между Трампом и Ким Чен Ыном, напомню, состоялся в 2019 году в Ханое, однако он завершился без значимого прогресса. С тех пор отношения между двумя странами оставались напряженными. На данный момент Ким Чен Ын не высказывал публичного интереса к новой встрече. По информации южнокорейского национального советника по безопасности О Хин Джу, вероятность личной встречи в ближайшие дни крайне мала. Тем не менее, Трамп остается открытым к диалогу, он подчеркнул, что поддерживает отличные отношения с Ким Чен Ыном и надеется на возможность возобновления переговоров. В ходе своего визита в Японию Трамп встретится с новой премьер-министром Санэ Такаичи, а затем посетит Южную Корею для участия в саммите АТЭС, где также запланированы переговоры с президентом Ли Чжэ Мён и, возможно, встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, южнокорейские власти считают, что подготовка к возможной встрече между Трампом и Ким Чен Ыном ведется, а время покажет, приведет ли эта дипломатическая инициатива к реальному прогрессу в отношениях между США и Северной Кореей. А вот следующая новость способна даже удивить. В Соединенных Штатах Америки президент Дональд Трамп инициировал, внимание, строительство масштабной дороги через нетронутые территории Аляски. Цель проекта – это создать прямой доступ к крупным месторождениям полезных ископаемых и стимулировать экономическое развитие этого региона. Проект, получивший неофициальное название «Трасса Трампа», вызвал широкие дебаты между сторонниками экономического роста и защитниками окружающей среды. Экологи предупреждают о риске разрушения уникальных экосистем, угрозе редким видам животных и растений, а также возможном загрязнении рек и водоемов. Сторонники строительства, наоборот, утверждают, что новая дорога создаст рабочие места, упростит логистику для горнодобывающих компаний и повысит стратегическую независимость Соединенных Штатов Америки в энергетическом секторе. Ожидается, что проект пройдет дополнительную экологическую экспертизу и общественные слушания, прежде чем строительство будет продолжено. Эксперты подчеркивают, что баланс между экономическими интересами и сохранением природы станет ключевым вопросом для будущего региона. А теперь внимание! Впереди самые неожиданные новости. Венгрия ищет способы адаптации к новым санкциям Соединенных Штатов Америки, затрагивающим энергетические компании России. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство ищет способы адаптации к ограничениям, введенным против крупнейших российских нефтяных компаний, таких как Роснефть и Лукойл. Эти меры были приняты в ответ на отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине. Орбан подчеркнул, что Венгрия стремится сохранить низкие цены на энергоносители и защитить свое право на закупку нефти и газа из России. Он отметил, что альтернативные поставки должны быть по цене, не превышающей российскую или даже ниже. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, усиливают давление на Россию, вводя санкции против ее крупнейших нефтяных компаний. Президент Дональд Трамп отметил, что эти меры направлены на ограничение экспортных доходов России в энергетической сфере и стимулирование переговорного процесса. Венгрия с Виктором Орбаном остается одним из немногих союзников России в Европейском Союзе, продолжая поддерживать тесные энергетические связи с Москвой. Несмотря на разногласия в Европейском Союзе, Орбан подчеркивает приоритет национальных интересов в энергетической политике. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.